Этих чувств на самом деле только два. Вообще мир прикольно прост. Эти чувства, которые возникают у человека, независимо от чего они возникают и приводят к тому, что человек либо радуется, либо страдает. Но других не бывает на самом деле. Там любовь несчастная страдает, любовь счастливая радуется. Покушал вкусную еду — счастлив, покушал невкусную — несчастлив. И да, действительно, если рассматривать физиологические процессы, то каждое неуютное состояние человека, которое вызывается у него, даже психологически, парапсихологически, возможно даже возможно подсознательно, оно все в человеческое восприятие этого всего даже в самом раннем детстве может провоцировать появление болезней. Как работает наше духовное поле, когда обращаемся к нему через духовное имя? Духовное поле — это вами созданное поле счастья и радости, которое вы должны прожить гипотетически. Бог создал человека для того, чтобы он прожил в радости. И человек в этом духовном поле должен жить в этой радости. Как определить, вы живете в духовном поле радости или другой жизнью? Если вы наполнены энергией, не болеете, если у вас счастливая жизнь, если вы утром встаете, у вас больше эмоций позитивных, чем негативных, это говорит о том, что вы находитесь в духовном поле и живете в духовной энергии. В случае, если вы утром встали побитые, у вас все плохо, все время находитесь в каком-то состоянии черни, такой вот придавленности, тяжести внутренней, то это все время ругаетесь, вам все плохо, вам все горчит, еда плохая, люди плохие, рядом одни придурки, то это, скорее всего, вы находитесь вне этого поля. Для чего человек через духовное имя? Он подтягивает свое поле счастья, фактически влияя на вектор своей жизни. Как это происходит? Если утром просыпаетесь, говорите: сегодняшний день я проживу как дальше свое духовное имя. После этого чуть-чуть улучшается настроение. И там раньше, допустим, поругались, и вы бы неделю обижались. А так поругались, и через час забыли, и уже не обижаетесь. А потом это будет длиться 10 секунд. А потом вообще обращать на это внимание не будете. Потому что путь к счастью — это путь через настраивание себя на состояние счастья, которое было дано человеку в момент его рождения. Написала СМС, не прошло. Изменить состояние человека возможно. И перейти из состояния человека-робота в человека пробужденного, кстати, именно Григорий Иванович первый раз и сказал эти слова, что человек живет как во сне, и ему необходимо пробудиться, а не как бецалы, жить без пробуждения. Что-то я на одесский язык перешел. И как же это сделать? Да легко вообще, нужно просто, не изменяя свою память, изменить события в своей памяти. Вот представить, будто все мальчики, которые отказали, с вами согласились. Все женщины, которые вам не дали, вам дали. Все папа, когда вы просили, там, купи мне мороженое, обязательно его покупал. Возьми меня на рыбалку, обязательно брал на рыбалку. И чем больше вы истории прошлого придумаете, тем больше шансов, что ваше сказанное начнет исполняться. И это уже эзотерическая практика, требующая усилий и изменений жизни. И, конечно же, когда человек говорит: я не могу апгрейдить свою судьбу, ну, конечно, в вашей судьбе было такое большое количество трагедий, которые там живут. Перепишите их, представьте, будто здесь была трагедия, достаньте ее и скажите: да, действительно, это со мной происходило, теперь я это выбрасываю, и здесь будет новая программа, где мой папа меня обожал, любил, на руках носил, все, теперь это живет со мной. Вот так происходит переапгрейд нашего сознания с изменением наших программ. И со временем эта память воспринимает, изменяет это подсознание. Таким образом и работает система. Скажите, вам это понравилось, то, что я сказал? Была такая история, когда-то из Львова обратилась женщина. Она говорит: у нас была ситуация такая. Одна женщина приезжала постоянно и нам находила какие-то подклады, которые есть в нашем помещении, в нашем магазине. А потом мы решили, после того, когда она обходила, посмотреть,
смотреть на видеокамеру. И вот она ходит, 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 и раз там где-то и запхнула кулечек какой-то. Но ничего об этом не говорит. А потом они ее второй раз приглашают, и она этот кулечек достает. А прошел там, допустим, месяц, 2 или 3. А что за кулечек? Вот она, когда этот кулечек положила, они открыли, а там иголки какие-то всунутые, там мышка задушенная, там кусочек мяса, который вонял бы все это время. И, конечно же, зачем она это делает? Есть люди, которые пользуются верой вот таких людей, и это такие вот мошеннические акты, в ходе которых человеку становится, ну, самое важное, это забрать у вас деньги. Андрій Андрійович, якщо екстрасенс нагадала колись психічні проблеми в старості, що поміняти в своєму житті зараз, щоб старість була спокійною і щасливою, дякую. Це питання, которое состоит из двух частей. Первое, вам экстрасенс что-то нагадало. У меня в моей жизни было многократно истории, когда мне экстрасенсы в юности что-то нагадывали. Что вам сказать, и лучше, и худше, никто ничего не нагадал такого, чтобы в жизни моей это исполнилось. Вообще хочу вам сказать, что вопросы, которые говорят вам о том, что в будущем будет что-то плохое, они вероятнее всего будут, потому что старость, она обычно как раз и связана с болезнями, и она связана с потерей памяти и деградацией и так далее. Для того, чтобы этого не было, нужно знать, что есть 3 проблемы, которые человек может в жизни устранять для того, чтобы быть здоровым. Первое, гуляйте. Второе, периодически голодайте и не переедайте. И третье, закаляйтесь. Ну и будьте спокойными, занимайтесь медитациями. Все эти темы в комплексе, они приведут вас к тому, что вы будете в дальнейшем здоровыми. Есть ли какие-нибудь концепции эзотерические, которые говорят об том, почему у человека появляются заболевания любые. А вообще хочу вам сказать, наплюйте на того человека, кто вам предсказывает свою судьбу плохо. Потому что человек, он может жить 2 путями. Один путь это путь доли, и другой путь это путь воли.